Время, отпущенное старому коту Барсике, подходило к концу. Оно безжалостно поработало над когда-то грациозным, ловким и сильным котом, превратив его в тихую, дрожащую от слабости тень самого себя. Барсик с трудом передвигался по двору, который знал когда-то до последнего сучка. Он мог часами лежать на крыльце, вглядываясь в бескрайнюю даль под слеповатыми глазами, из которых то и дело катились слезы. Казалось, он что-то вспоминал, что-то важное, уже почти забытое, но все еще хранящее тепло и тревогу в его старом кошачьем сердце. Весна неумолимо вступала в свои права, проникая теплым дыханием в каждый уголок, пробуждая жизнь. Но для старого кота она стала лишь последней страницей. Природа получала силы, а у Барсика их уносила каждая капля талой воды. Сердце его хозяина, Петра Сергеевича, разрывалось от бессилия. Он не мог больше смотреть, как угасает его старый друг. Не от боли, нет, а от медленно подкрадывающегося прощания. Кот не жаловался, не мяукал. Он просто тихо жил последние дни, и это было тяжелее любых станов. Однажды вечером Петр Сергеевич, осознав, что утро может быть уже слишком поздно, принял трудное решение. Барсика он накормил вкусно, как в лучшие годы. Потом долго сидел с ним на крыльце, поглаживая его дрожащую, поседевшую шерсть, шепча что-то ласковое. Курил молча, вглядываясь в реку, где лед уже начал ломаться и стекать вниз по течению, забирая с собой остатки зимы. Утром он взял кота на руки и пошел к реке. Там у берега покачивалась лодка. В ней лежали палка, веревка с петлей и привязанный к ней большой тяжелый булыжник. Кот посмотрел на хозяина вопросительно, словно что-то почувствовал, но тот не смог встретиться с ним взглядом. «Идем, Барсик», — прошептал Петр Сергеевич, голосом полным боли. Кот не сопротивлялся. Он не понимал, но доверял. Он всю жизнь доверял этому человеку, с тех самых пор, как маленьким котенком попал к нему в руки после грозы много лет назад. Петр греб к середине реки, где вода была глубже. Там он остановился, привязал веревку с петлей, посмотрел на кота и обнял его. «Прости, старый, прости», — прошептал он, опуская голову на шерсть верного друга. Потом он взял палку и бросил ее в воду. «Апорт!» — сказал он, не осознавая, что говорит с котом, который никогда не умел приносить палку. Но Барсик, дрожа, посмотрел на него, как будто понял. И тогда в глазах хозяина мелькнул страх. Он увидел себя со стороны. Что он делает? Почему? Но было поздно. Он отпустил веревку, камень с глухим всплеском ушел в глубину. Барсик, испугавшись и не понимая, что происходит, прыгнул вслед за палкой. Не за палкой, за голосом любимого человека. Но судьба распорядилась иначе. Лодка накренилась и перевернулась. Петр Сергеевич, обмотанный веревкой в тяжелой одежде, оказался в воде. Судорога скрутила его ноги. Он начал тонуть. Барсика тоже тянуло ко дну, но ему чудом удалось вырваться из петли. Он всплыл и увидел, как любимый человек уходит под воду. Старый кот, в котором едва теплились силы, бросился к нему, ныряя, цепляясь когтями за одежду, пытаясь вытащить его вверх. Несколько минут длилось их спасение. Без свидетелей, без аплодисментов. Только ледяная вода, клочья шуги и преданность, которые не требуют слов. Барсик вытащил его на берег. Потом просто лег рядом, тяжело дыша, еле живой. Петр очнулся, увидел рядом мокрого, дрожащего кота и заплакал. Навзрыд. Он взял Барсика на руки, закутал в куртку и пошел домой, спотыкаясь от холода и боли. Только бы дойти, дотащить, билось в его висках. Барсик очнулся только через сутки. Он не был в будке. Он был в комнате.
Там было тепло и тихо. Хозяин склонился над ним с миской теплого молока. Слезы из его глаз падали в миску, как дождь. «Мы еще повоюем, Барсик. Ты слышишь, малыш? Ты у меня крепкий». И они боролись. Еще были дни, когда Барсик мурлыкал на подоконнике. Еще были ночи, когда он тихо приходил на кровать и терся о руку хозяина. Они были вместе в последние дни и часы. Однажды теплым солнечным утром Барсик просто не проснулся. Он ушел спокойно в своем тепле среди тех, кого любил. Он ушел счастливым. И Петр. Сергеевич долго сидел на крыльце, глядя на реку. Он больше никогда не заводил животных. Он просто вспоминал тепло, бережно, с благодарностью. Не предавайте тех, кто любит вас. Безусловно. Берегите стариков, будь то люди или животные. Им особенно важно знать, что они все еще нужны. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!